Здравствуйте, друзья! Это исправленное и дополненное видео в HD качестве про самые интересные проекты моего летнего отпуска. Их было много, и самый заметный проект – строительство избушки. Избу в глухом лесу я строю уже не первый год и успел подвести ее под крышу еще в прошлом году. Но это только начало. В этом году я закончил утеплять крышу дерном. Изначально я планировал покрыть крышу традиционным материалом – берестой. Но когда в прошлом году до конца отпуска оставалось 2 дня, а кровля не была готова, я был вынужден отказаться от этой затеи. Может, реализую ее позже. Дерн – замечательный доступный материал. И кроме декоративных и теплоизоляционных свойств, дерн выполняет дополнительную функцию – защищает кровельный материал от разрушительного воздействия солнечных лучей. ПВХ-баннер, укрытый под слоем дерна, может сохранять гидроизоляционные свойства десятилетиями. А на больше я не рассчитываю. Для удобства кровельных работ я подготовил лесенку. Лесенку из жердей. А жерди я соединил на проволочную стяжку. Поделюсь небольшой хитростью. Чтобы отделить от жерди кору и луп, удобно использовать обычную ложку. Ложка, не требующая доработки, готовый инструмент для снятия луба. Если жердь тоненькая, как в этом случае, то лучше использовать чайную ложку. И еще зимой я заранее подготовил свой хомутатель, и теперь могу стянуть проволокой 2 детали надежнее, чем гвоздем, шурупом и даже болтом. Используя лесенку, залезать на крышу значительно удобнее. А с тяжелым грузом сырого рулона кровельного дерна на плече это становится особенно актуально. В прошлом году я не успел укрыть дерном всю крышу, зато в этом году я застелил ее в 2 слоя. Ради эксперимента я попробовал разные способы расстилания рулонов дерна. Как сверху вниз, так и снизу вверх. И как обычно бывает, выяснилось, что у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Похоже, в этих вопросах я теперь специалист. По крайней мере, я теперь спокоен за крышу и не опасаюсь, что снежные шапки сорвут с крыши укрывной материал. Что трава, мох, вереск, папоротник и земляника пересохнут на крыше и погибнут. Раз один слой дерна пережил целый сезон, значит 2 слоя уцелеют и подавно. Очень много времени и сил в этом году я потратил на изготовление двери из плах на подпятниках. Никогда такой двери я не видел и очень хотел изготовить ее из максимально толстых и широких дубовых плах. Но на севере у нас дубы не водятся, и пришлось поискать максимально толстый пенек сухостоя сосны. Плахи или доски я выпилил с бревна 3 разными способами, 2 из которых достойны внимания. Могу с уверенностью сказать, что если мне опять понадобится выпилить из бревна доски рекордной ширины, а рекордно я признаю доску шириной более 40 см, то теперь, спустя 2 года экспериментов, я знаю оптимальное решение этой задачи. И обратите внимание, плахи в моей двери не рассохлись и не раскололись. Мне кажется, я теперь знаю, как надо сушить древесину. Распилить бревно на ровные плахи, перенести плахи к избе, отстрогать их рубанком и выбрать паз шпунтубелем, выколоть из чурбака клепки, настрогать и напилить из этих клепок ламели в этот паз, выбрать пазы в ласточкин хвост для 2 поперечин, соединить поперечины шкантами и в заключении навесить дверь. Все это были непростые и интересные задачи. Особенно пришлось постараться, приподнимая притолку, а вместе с ней всю крышу. А крыша у меня состоит из половинок немаленьких бревен и довольно тяжелая. Не скрою, это уже скорее такелажная работа, чем столярная или даже плотницкая. Тут много нюансов и есть что рассказать. Скажу честно, когда я только начинал приподнимать крышу, до конца я не был уверен в успехе. Уж очень тяжелая крыша получилась. Но клини не подвели, и запасной план с врезной притолкой не пригодился. Естественно, мне пришлось изготовить на месте стоянки немало приспособлений и инструментов. А это тоже заняло значительную часть времени. Конечно, подготовительную часть любого проекта хочется завершить побыстрее. Поэтому верстак у меня изготовлен просто из бревна. А вернее, из ствола упавшего дерева. Получается, что ножки верстака – это корни и ветки этого дерева. Просто натянул над распиленным повдоль бревном тент и получил готовую столярную мастерскую. Возможно, вы узнали этот тент. По общему мнению, в прошлом году тент мне порвал йети. А взамен негодного я получил этот тент от моего зрителя Ольги Козловой. Особенно приятно, что этот тент она сшила своими руками. Обратите внимание на козлы. Чтобы упростить и ускорить процесс изготовления, вместо 4 ножек я использовал 2 рогатины на каждые козлы. Возможно, уже видели эти тиски из пня. Так вот,
Я их использовал не только для комфортной заточки цепи бензопилы, но и для других прикладных задач. Любопытная деталь. Оказалось, что такие тиски удобно использовать совместно с пневмоклином. Пневмоклином детали зажимаются деликатно и без риска их повредить, расколов или разодавив губками тисков. Вероятно, вы заметили, что в избе на данный момент у меня два окна, и одно окно имеет правильную круглую форму. Очевидно, это нетрадиционное решение для бревенчатой избы, но оно мне приглянулось. Если кто-то попытается выбить это стекло, то он сильно удивится. В проем окна я вставил оргстекло толщиной 12 мм. Держать осаду в моей избе будет не так уж сложно. А возможно, я даже сделаю двойное остекление и массивные ставни. Подписчики моего Instagram уже 2 месяца гадают, как я изготовил это окно. Однако я пока сохраняю интригу, ибо мне интересно узнать мнение зрителей YouTube. Пишите свои версии в комментариях. А это иллюстрация к сказке «Красная шапочка». А вернее к фразе «Дерни за веревочку, дверь откроется». Как видите, внутри избы огромные просторы для творчества. Она почти пустая. И первым делом надо, конечно, поставить вторую дверь. Но я еще не определился с ее конструкцией. Есть много вариантов, и я надеюсь, вы подскажете в комментариях что-нибудь оригинальное. Я подумаю сделать распашные двухстворчатые двери, но пока не придумал, как их совместить с концепцией энергосбережения. В первой двери на подпятниках получилось сделать притвор без щелей. Хотелось бы, чтобы вторая дверь также была герметичной и не создавала сквозняков. В завершении проекта избушки я хотел бы прожить в ней пару недель в январе. А значит, в избе в обязательном порядке должна быть печь. И я не был бы адвокатом Егоровым, если бы не начал строить печь с трубы. И труба у меня будет необычная деревянная. Трубу я выпилил с бревна. Распилил бревно повдоль на 2 половины, выбрал середину бревна и соединил 2 половины на проволочную стяжку своим хомутателем. Как думаете, зачем у меня в трубе 3-е круглое отверстие? Секрет я раскрою чуть позже, когда смонтирую видео про дымоход. В эту трубе я планирую коптить рыбу холодного копчения. А к трубе у меня идет дымоход под землей. Этот вариант позволяет сохранить кровлю в целостности и вдобавок сэкономить полезное пространство внутри избы. Позже я сложу печь из камней и суглинка, а пока я использую мобильную печь «Вектор» от фирмы «Берег». На этой печке я и пек блины, и грелся, и сушил одежду в дождливые дни, а за 20 дней похода дождливых дней было не менее 15. Могу сказать, что печь мне в этом году заметно добавила комфорта. Вам может показаться, что большую часть своего отпуска я строил избу. Да, действительно, в избе сделано многое, но это ложное впечатление. Самый большой, трудо- и времязатратный проект – это высадка деревьев. За последние 2 года в районе урочища Талахалми я уже высадил более 250 саженцев редких и ценных деревьев. Самые крупные и быстрорастущие саженцы – это саженцы манжурского ореха, орехов зибальта, серых и сердцевидных орехов. Еще мне очень хорошо приживаются катальпа великолепная. Правда, большая часть саженцев сейчас растет в 3 питомниках, которые я организовал поблизости с избушкой. Если вам будет интересно, где я брал семена, как и зачем выращиваю саженцы ценных пород деревьев, то я смонтирую про это отдельное видео. А пока перечислю названия части высаженных деревьев и кустарников. Итак, я посадил олиганскую березу, индиго, бархат амурский, акацию белую, бундук, кипарисовик грохоносный, леспидецию, мушмулу германскую, церцис канадский, багряник величественный и сумах. Остальные названия я не вспомнил, либо саженцы погибли. Если посчитать, то только в этом году я потратил на озеленение не менее 7 полных дней. На остальные проекты осталось не так много. И это я еще не беру в расчет усилия по стратификации семян, выращиванию саженцев на даче и их транспортировке до базового лагеря. И разместить в моем фофане саженцы совсем непросто, но я верю, что результат стоит таких усилий. Когда я соберусь силами монтировать видео про размножение в дикой местности деревьев редких и ценных пород, то видео непременно назову «Советы по инвестициям» от адвоката Егорова. И видео в полной мере будет соответствовать названию. В прошлом году я сделал понягу из пруда черемухи,
сосновой клепки, пэт-ленты и лямок от рюкзака. И ни разу не пожалела потраченного времени. Поняга сэкономила мне массу сил и времени. Я ей переносил и суглинок, и инвентарь, и саженцы, и даже двухметровые почти неподъемные доски на дверь. Поняга имеет довольно сложную оригинальную конструкцию, но собрать ее не так трудно, как кажется. Если у вас еще нет такой поняги, очень рекомендую ей обзавестись. Это видео я снимаю отчасти, чтобы посоветоваться с вами. От снятых видео, но не смонтированных, у меня набрался не один десяток проектов. И, вероятно, значительную часть проектов из этого похода я тоже смонтировать не соберусь. Поэтому я вас прошу поделиться своим мнением. Какое видео вы хотели бы увидеть первым, а какой проект вам совсем не интересен? Как показала практика, то, что мне кажется интересным, зачастую совсем не востребовано зрителями. А то, что мне кажется скучным, набирает миллионы просмотров. Помогите мне с выбором контента. Но чтобы выбрать, какой, по вашему мнению, проект достоин монтажа, досмотрите, пожалуйста, видео до конца. Как мне кажется, впереди еще есть кое-что достойное основного канала. Все время строить избу и копаться в земле надоедает и даже утомляет. А как известно, отдых – это смена деятельности. В этом году, в перерывах между столярно-плотницкими проектами, я построил два плавсредства. Композитный каяк и сверхмобильный катамаран. Начну рассказ с каяка. Вероятно, вы заметили, что у каяка на носу и корме выступают два модуля крепления. Вы правильно догадались. Это будущий катамаран. В прошлом году я собрал два каяка в единую конструкцию. Но походить на нем по большой воде не успел. Поход рано закончился. В этом году я добавил к одному из поплавков прошлогоднего каяка шпангоутов и собрал стандартную конструкцию каяка из веток и стрейч-пленки. Хотя шкура из стрейч-пленки довольно крепкая и вполне надежная, но совершенно не терпит притирания на воду. Удар о камень означает течь. А сидеть в мокром неудобстве неприятно. Поэтому я решил усилить каяк, покрыв его поверх стрейч-пленки твердой обшивкой. Просто отформовал каяк из красной ткани и полиэфирной смолы. Как мне показалось, получилось совсем недурно. Это мой первый опыт формовки тканью, не обошлось без неудач, но следующий каяк такого типа непременно будет лучше. А следующий непременно будет. Из пары каяков я все же соберу парусный катамаран. Возможно, вы заметили перемены в видео. А именно, что это первое видео с динамичными кадрами, снятыми при помощи дрона. Огромное спасибо за него Андрею Шевцову. И, к слову сказать, я уже третий месяц готовлю для него ответный подарок. И это будет отдельное видео, достойное основного канала. Так вот, для того, чтобы заряжать аккумуляторы дрона, мне пришлось купить и тащить по карельским скалам генератор. По прибытии на место генератор сразу погиб. Предварительно выдал 300 вольт и сжег незарядное устройство. Но к концу похода меня навестил Костя Зима и выручил по всем фронтам. В первую очередь привез свой генератор и запчасти для сломанного инструмента. А еще он помог мне в съемках видео. Там, где я должен был быть в кадре, Костя управлял коптером. Костя, спасибо. Подписчики моего аккаунта в Instagram уже видели видео, где я передаю приветствие из самой сосны на горе Суремяка, на которую я залезаю, чтобы позвонить или выйти в интернет. Вот теперь я могу всех успокоить, показав со стороны, что путь на макушку этой сосны совсем не опасный. Я соблюдаю меры предосторожности. Напомню, что если вы, взбираясь на дерево, всегда имеете 3 точки опоры, то даже если один сук под вами обломится, то 2 другие точки опоры непременно не дадут вам упасть. Про Инстаграм скажу, что я публикую в нем отрывки видео совсем либо почти без монтажа. Так я делюсь теми видео, которые иначе наверняка не будут демонтированы и озвучены. Другими словами, не подписывайтесь на мой Инстаграм. Вы не подписывайтесь, но ссылку в описании к видео я все равно оставлю. Конечно, в походе я не только пилил, строгал и клеил. Довольно часто я рыбачил на местном озере, к которому проложил тропу. Кстати сказать, проложить тропу по бурелому – это третья по трудоемкости задача после посадок деревьев и строительства избы. Каждый вечер на озере меня ждет бобер, который меня совсем не боится и даже напротив специально проплывает мимо меня и пугает рыбу. Кажется, он так дает мне понять, что на озере он хозяин.
Организация быта в лесу – тоже интересная тема. В этом году почти весь поход я прожил в палатке УП-5, герметично совмещенной с походной баней. Вместе с печкой и мебелью это практически двухкомнатная квартира, вынесенная в дикую природу. Такой уровень комфорта позволил мне не обращать внимания на непогоду. Во время дождя я не прерывал свои развлечения со строительством и прочими проектами. Еще в прошлом году я думал, что мой купол из стрейч-пленки – это просторное и комфортное помещение. Но все познается в сравнении. На фоне УП-5 мой купол выглядит игрушечным. По крайней мере, небольшим. И раз зашла речь о куполе, обратите внимание на его сохранность. Купол я не подновлял. Прошли годы, а купол все еще стоит, не шелохнется. Конструкция купола чертовски прочная. Наверняка на куполе зимой нарастают огромные снежные шапки, но купол стоит и почти не подает признаков ветхости. Только мох на нем начал расти. Я даже подумываю о развитии идеи купольного строительства. Меня всегда привлекала идея совмещения пешего и водного похода. В мире есть множество маршрутов, включающих очень труднодоступные, и именно этим замечательные водные объекты. Вы замечали, что наиболее красиво и привольно именно там, где нет людей? Однако тащить плавсредство до Дикого озера или истока реки тяжело. И я думаю, что было бы хорошо иметь возможность собрать катамаран из того, что ты и так тащишь с собой. Очевидно, что выбор падает на рюкзак гермобаул. В этом году компания «Берег» сшила по моему проекту прототипы герморюкзака с карманами для крепления рамы катамарана и клапаном для их подкачки. Собрать 4 таких гермобаула в легкую и довольно мореходную конструкцию катамарана совсем несложно. Мне кажется, такая идея очень перспективной. Как видите, раму я собрал таким образом, что, сидя на одном из половков, я легко в одиночку гребу веслом от каяка. Конечно, веслом от каноэ в одиночку управлять катамараном было бы неудобно. Катамаран мореходный, волны он не боится, а вот ветер на него воздействует сильнее, чем хотелось бы. Тому причиной большой объем и малый вес, и как следствие мизерная осадка. Интересно, что будет, если на этот катамаран поставить 15-сильный Меркурий? В комплекте с парусом и швертом катамаран идет в бейдевинт. Другими словами, на нем вполне можно подниматься против ветра. В этом году я успел завершить не так много запланированных проектов, зато подготовил к завершению значительно больше. Но это тема уже совсем другого видео. Друзья, не забудьте написать свое мнение о том, какое видео из этого обзора мне следует монтировать в первую очередь, а какое следует положить на полку. Спасибо, что делитесь моим видео с друзьями. Пусть хорошие люди смотрят хорошие видео. С вами был адвокат Егоров. Постскриптум. БУ баннер на крыше избушки с логотипом сотового оператора попал в кадр случайно. Это не реклама. Мне этот оператор не нравится, и рекомендовать я его не возьмусь.